Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. В этом видео хочу вам показать, как я размножаю очитки. Это красивейшие осенние цветы, размножение которых под силу каждому. Тем более сейчас, когда идут дожди, буквально проливные. У нас тут деревня Гадюкино. За неделю я, наверное, первый раз вижу солнышко и выбралась, благодаря тому, что оно появилось на улицу. А так невозможно, дожди просто заливают. Ну да не беда. Если погода влажная, это значит, что практически все черенки и отводки, и части растения будут приживаться очень хорошо. Главное, чтобы было тепло и чтобы у вас было что сажать. Очитки имеют мясистые листья, в которых они хранят запасы влаги, так сказать, на черный день. Благодаря этому свойству очиток прекрасно себя чувствует на бедных песчаных почвах. Он отлично переносит засуху. Крупные кусты очитков могут быть прекрасными компаньонами для клематисов, страдающих оголением нижних частей стебля. Посадите очиток в ножки к клематису, и он будет безмерно доволен. И цветочная композиция украсит ваш сад. Очиток, который растет у меня в цветниках, это розово-цветковый очиток видный. Это высокорослый очиток. Высота куста может колебаться от 30 до 60 сантиметров. Он цветет розовыми соцветиями диаметром 15 сантиметров в августе-сентябре. Я снимаю это видео в середине сентября. Посмотрите, как выглядит мой цветущий седум, видный сорта Herbstfreude. Высокорослые очитки прекрасно подходят для бордюров. Я их также выращиваю в клумбах, чтобы поддерживать иллюзию цветущего сада даже поздней осенью, когда уже практически все цветы перецвели. Кроме высокорослых, есть еще и более многочисленные низкорослые сорта очитков. Они образуют вечнозеленые коврики в альпинариях. Вот как выглядит низкорослый очиток едкий. Когда-то у меня на клумбах росли такие. Они цветут мелкими желтыми соцветиями и очень агрессивны. Быстро разрастаются и отбирают питание у других клумбовых растений. Поэтому я от них отказалась. А вот так выглядит захваченная очитком едким клумба. Все седумы, и низкорослые, и высокорослые, хорошо себя чувствуют на хорошо дренированных почвах. У меня сегодня красивые очитки, которыми поделилась соседка. Сейчас я вам их покажу. Высаживать будем вот такой очиток. Вот так он выглядит. Смотрите, какой он бархатный практически. Очень красивый очиток. Вот так выглядят его корешки. Немножко я их тут порезала, но я думаю, это не страшно. Сейчас разделим. Сейчас поделим и будем высаживать. Совершенно мелкие корни, поэтому глубокие ямы. По два мы посадим. Очитки имеют мелкие корни, поэтому им глубокие ямы не нужны. Вот я их возьму, вот так вот рассажу по два. Такой корешок у него тут. Сейчас приготовим яму и рассадим. Ну что ж, начнем нашу работу. Давайте, ну что ж, продолжим.
Теперь нужно закрыть корешки землей. У меня такая земля дерн. Здесь растет газон. Я пока не буду его убирать. Делаю это уже следующей весной. Так, немножечко прикрою. И газонную травку оставлю. Пусть она прирастает. Она не будет мешать очитку. Теперь следующий. Когда подрастут самшиты, это будет очень красивая композиция. Где-то года через 2, если будем хорошо поливать. Кусты быстро разрастаются у очитка, а самшит растет медленнее. Ну, это не помешает им дружить. Теперь осталось только полить, и все, и будем ждать красивое цветение в следующем году. Воды будем использовать немного, потому что достаточно влажно. Так, слегка польем. На следующий год это будут настоящие красавчики. А на ваших цветниках растут очитки? Они вас тоже радуют? Если нет, посадите. Такие цветы обязательно должны быть в саду. Украшать клумбы. А у меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк, если видео вам понравилось. Пока-пока. До скорого.